Течение времени нельзя остановить, и утраченное теряется безвозвратно. Фонд произведений, созданных в прошлые времена, постоянно тает, и это происходит во всем мире. Реставрация призвана, насколько возможно, замедлить этот процесс исчезновения созданных ценностей. Отдел реставрации музеев Московского Кремля существует более полувека, с 1963 года. За это время сложилась школа, где несколько поколений реставраторов связаны между собой преемственностью. Сохранение богатейшего музейного собрания – дело специалистов разных направлений. В музее собран уникальный многопрофильный коллектив. Реставраторы живописи, тканей, металла, а также бумаги, книг и графических материалов. Например, реставрация Евангелия 1644 года потребовала участия специалистов всех 4 мастерских музея. Отдельно реставрировались живопись на верхней деревянной крышке, книжный блок и обтягивающая заднюю крышку ткань, металлический оклад. Каждая специальность требует своих знаний и большого практического опыта. В собрании музея есть парадный шлем, реставрация которого стала возможной только благодаря технологическим новациям нашего времени. Предположительно, шлем был привезен литовским посольством в подарок царю Федору Иоановичу в 1591 году. Он был покрыт позолотой. Чеканные изображения имели символическое значение. Они должны были показать московскому царю важность заключения мирного договора. Во время Большого московского пожара 1737 года шлем сильно пострадал и дошел до нашего времени с большими утратами. Определение методов реставрации – одна из важнейших задач специалиста. Здесь не подходили ни химический способ очистки, ни механический. Они могли пагубно сказаться на позолоте, еще сохранившейся на шлеме, и травмировать сам металл. Те чистки, которым он подвергался в XIX веке, нанесли ему больше вреда, чем пользы. Благодаря очистке лазером и лазерной сварке шлем удалось освободить от ржавчины и последствий пожара, законсервировать, придать ему экспозиционный вид. В своей практической работе реставратор то и дело что-то изобретает, пробует новые приемы, комбинации, материалы, ставит опыты. Они необходимы не только для решения конкретных задач из его практики, но и для обогащения, усовершенствования реставраторской науки. Например, в музее нашли способ укрепления стекла благодаря помещению стеклянного предмета с нанесенной на его поверхность клеящей массой в вакуумную среду. При откачке воздуха клей попадает в микротрещины, и трещины исчезают. Поверхность стекла восстанавливается. Применение этого способа позволяет восстановить исторический облик предмета. Так был отреставрирован один из шедевров стеклоделия – холодильник работы знаменитого мастера Франца Гонделаха. Работа над этим экспонатом заняла 2 года. Другая методика, также разработанная музейными специалистами, помогает восполнить утраты витражной эмали. Прозрачный полимерный состав с добавлением красящих пигментов восполняет утраты.
предмету возвращается былой облик. Но при необходимости полимер можно удалить. В работе реставратора важна обратимость. Слово «реставрация» происходит от латинского «restauratio» – «восстановление». Каждый раз мера вмешательства реставратора в памятник определяется решениями реставрационных советов со специалистами. Но главный принцип, как у врачей – не навреди. Научная реставрация включает проведение исторических изысканий, исследование технического состояния памятника, тщательное документирование и фотографирование реставрационного процесса на всех его стадиях. Сам процесс реставрации нередко приносит научные открытия, дополняя сведения о памятнике. В 2015-2017 годах в музее проведена реставрация 2 алмазных венцов царей Петра и Ивана Алексеевичей. Венцы разбирались полностью. Основы шапок состоят из перекрещивающихся дуг, припаянных к гладкому обручу и покрытых сверху листами серебра. Поверх пластин закреплены алмазные в золоте накладки. Оригинальных крепежей практически не сохранилось. Кое-где была внедрена проволока, что-то было подвязано ниточками. Металл был похож на кружево от многократного крепежа. Его пришлось дублировать на тончайшую ткань, пропитанную акрилом, и листки тонкого металла. В процессе реставрации были промыты камни, очищены запаны. Их можно было рассмотреть. Видны трубочки для штифтов, замочки. Стало ясно, от каких украшений они взяты. Это фрагменты пряжки или браслета. На шапке Петра по центру большая брошь или заколка для волос. Большая императорская корона была выполнена в марте 1730 года ко дню коронации императрицы Анны Иоанновны. Ажурная основа из серебра позолочена и усыпана алмазами. Их более 2000. Крупные камни в высоких кастах – рубины и турмалины. Венчает корону великолепный турмалин и алмазный крест. Со временем корона потемнела, потускнела, покрылась органическими загрязнениями. Она не реставрировалась последние 70 лет. Преображение после реставрации очень заметно. Еще в недавнем прошлом оружие редко становилось объектом научной реставрации. Теперь на помощь художнику-реставратору приходят новейшие технологии и оборудование. Они позволяют наилучшим образом и с высокой точностью воспроизводить некоторые элементы. Но заменить тонкое ремесло ручного труда, глаз и руку мастера им все же не под силу.
Бывает и так, что современные специалисты сталкиваются с различными сложностями, связанными с предыдущими реставрационными вмешательствами. Например, на французской шпалере первой половины XVIII века имелись грубые поновления. Хорошая реставрация практически не видна, она не изменяет восприятие произведения. При реставрации памятников такой исторической и художественной ценности важно совершенное владение существующими приемами и выработка новых методик, позволяющих при минимальном вмешательстве добиться высокого качества работы. Какой кропотливый многолетний труд реставрировать сложные масштабные произведения! Сколько терпения, ответственности и таланта требует эта профессия! Самое ценное, что остается от каждой эпохи, это произведения искусства. Они выражают свое время, показывают, насколько высоко может подняться человеческий дух и мастерство. Через них поколения общаются друг с другом. Они соединяют человечество разных времен и языков воедино. Воздействие искусства незаметно, как дыхание, но оно существует и формирует нас, как людей. Труд реставратора кропотлив и невиден, но он в числе нужнейших для человечества.